Здравствуйте, это Вестник Хорошего. Сегодня в выпуске. Мексиканские ученые нашли то, что заставляет обычного муравья добровольно уходить из жизни. В Италии 1 000 000 евро отправился на свалку. Нацистские корабли восстали из вод Дуная. Но это только начало. Подробнее об этих и других новостях далее. А в конце выпуска вас ждет новая праздничная рубрика. К новостям. В лесах Мексики нашли 6 новых видов так называемых зомби-грибов. Находку сделали ученые из университета Гвадалахары. Новые виды нашли в штате Халиско, рядом с ботаническим садом Харавери, в округе Сан-Себастьян-дель-Осте. Спора таких грибов попадает на тело муравья и прорастает через его наружный покров. Внутри насекомого гриб развивается уже как паразит, забирает питательные вещества и постепенно вмешивается в поведение хозяина. Зараженный муравей покидает обычный путь и выбирает место, подходящее уже не ему, а грибу. Кору дерева, лист или участок у камней. Там он закрепляется челюстями и погибает. После этого из его тела вырастает плодовое тело гриба, которое рассеивает новые споры. Исследователи уточнили, что разные виды грибов связаны с разными видами муравьев. В отдельных случаях один гриб заражает один вид муравьев, а в других связь оказывается шире. Это важно для понимания, как такие паразиты приспосабливаются к хозяевам и как меняется их круг жертв. Исследователи отмечают, что такие грибы интересны не только из-за своего жуткого способа размножения. Одни виды могут быть полезны в борьбе с вредителями, другие способны вырабатывать вещества, которые в будущем могут заинтересовать медицину. А теперь какая-нибудь красивая новость. Что-нибудь для глаз приятное, красивое. Ну, кроме меня, конечно. Поэтому летим в страну, где играют на моем любимом музыкальном инструменте – волынке. В Шотландии поле подсолнухов стало летним зрелищем. В Шотландии открыли The Scottish Sunflower Experience. Это летняя площадка с подсолнечным полем в долине Клайд-Валлей. Проект запустила команда Valley View at Goldings. Поле находится на Ланарк-Роуд, рядом с Роуз-Бэнк, в области Ланаркшир. До него около 20 минут от Глазго и около 40 минут от Эдинбурга. По описанию организаторов, посетители могут пройти по дорожкам среди тысяч подсолнухов. Площадка рассчитана не только на прогулку. В программе также есть утренние занятия йогой и осознанное дыхание среди подсолнухов. Для Шотландии такие поля выглядят особенно заметно. Подсолнух чаще связывают с более теплыми и сухими краями, но в последние годы шотландские фермы все чаще используют его как летнее зрелище для гостей. Кстати, по старому европейскому поверью, подсолнух – это цветок человека, который ищет свет. К чему я это? Неважно. Собираемся и едем дальше. Перемещаемся примерно на 2000 километров. В Италии женщина едва не выбросила выигрыш в 1 000 000 евро вместе с обычным мусором. Это произошло в городе Битонто. Женщина купила билет в мгновенной лотереи, проверила его, а на экране появилось сообщение «Не подлежит выплате». Она поняла это как отказ, решила, что билет ничего не выиграл, оставила его в магазине, да и ушла. Ну, кто бы поступил иначе. А на самом деле сообщение означало другое. Крупный выигрыш нельзя получить прямо у продавца. Его оформляют отдельно через положенную для таких случаев выплату. Но ошибку заметили уже дома. Родные поняли, что числа-то на билете совпали. Ну и семья вернулась в магазин. К тому времени выброшенные билеты уже успели забрать вместе с мусором. Тогда к поискам подключилась большая компания, которая занимается вывозом мусора. Ее руководитель Роберто Никола Тоскано рассказал Rai News, что сотрудники восстановили путь мусорного мешка от магазина до машины, куда его загрузили. Нужный грузовик нашли, но просто высыпать отходы на обычной площади было нельзя. Поэтому работникам пришлось копаться на свалке и просмотреть больше 6 тонн отходов. Представляете? Поиск окончился лишь в половине 6 утра. Один работник нашел лотерейный билет в поврежденном мешке. По словам Тоскано, хозяйка билета заплакала, когда ей сообщили, что его удалось найти. Заплакала она. Целовать их надо было, целовать и обнимать. И какую-нибудь часть выигрыша обещать за такой героический труд.
После этого работники пошли выпить кофе и ради шутки купили еще один лотерейный билет. Он принес им 50 евро. Что там у нас? По экологическим новостям? Есть что-нибудь интересненькое? Конечно же есть. У острова Пасхи, который местные жители называют Рапа-Нуи, усиливают управление одной из крупнейших морских охраняемых зон Тихого океана. В пределах охраняемых вод Рапа-Нуи разрешен только традиционный кустарный лов. Промышленное рыболовство запрещено, чтобы сохранить морские экосистемы и работу местных рыбаков. И по данным Global Fishing Watch, Рапа-Нуи начал использовать Marine Manager. Цифровой морской менеджер – это система, которая превращает океан вокруг острова в умную карту. Она собирает данные со спутников, судов и научных наблюдений, помогает отслеживать состояние экосистемы, контролировать рыболовство и быстрее замечать нарушения. В Калифорнии лошадь из приюта стала соавтором музыкального альбома. Ее зовут Юпия. Юпия живет у музыканта Микаэла Храмов. Несколько лет она приезжала к этой лошади в приют Because We Can, Because We Care в городе Мурпарк, а потом смогла забрать ее к себе. Однажды девушка принесла в приют гитару. Она собиралась снять обычное видео с лошадью рядом, но Юпия подошла к инструменту и начала трогать струны губами. На следующий день Микаэла принесла арфу, и лошадь снова потянулась к звуку. Так у Юпия появился свой способ участвовать в музыке. Конечно, она не будет сама играть как человек, но она сама выбирает момент, когда она хочет вступить, подходит к инструменту и перебирает струны мордой. Фрагменты игры Юпия вошли в альбом Микаэлы New World. В двух песнях ее звучание слышно особенно хорошо. Короткие переборы струн использовали как повторяющиеся музыкальные куски. Теперь музыкант готовит отдельный мини-альбом с участием Юпия. 80 лет они пролежали скрытыми под водами Дуная. Теперь река больше не может хранить их тайну. На поверхность выходят нацистские военные корабли, затонувшие в последние месяцы Второй мировой. Это происходит у сербского порта Прахова, рядом с плотиной Джерхап-2. Здесь Дунай проходит между Сербией и Румынией. Эти суда оказались на дне осенью 1944 года. Немецкие войска отступали из Румынии под давлением Красной армии. Чтобы корабли не достались противнику и одновременно затруднили движение по реке, их затопили в Дунайском ущелье. По оценкам историков, в районе Прахова тогда могли затопить до 200 судов. Сейчас эти корабли не только исторические следы войны, они мешают современному судоходству. В узком участке Дуная обломки сужают проход, а при низкой воде движение больших судов почти останавливается. Сербия при поддержке Евросоюза уже несколько лет занимается расчисткой этого участка. По данным Euronews, проект должен убрать 21 наиболее опасный и мешающий судоходству остов. Завершить очистку планируют к 2028 году. Теперь я хочу вам рассказать о важных днях следующей недели. 25 августа отмечают День примирительного поцелуя. Хотя это не календарный праздник, я все-таки решил сказать о нем. Если вы с кем-то в ссоре, пусть этот день будет тем самым знаком, той силой, которая подтолкнет вас к первому шагу к примирению с любимыми, дорогими и близкими. Целоваться вовсе не обязательно, можно просто позвонить или написать, чтобы оставить весь негатив в прошлом. В конце концов, мы не вечны и не должны позволять обидам занимать наши мысли и тяготить наши сердца. 26 августа отмечают Национальный день собаки. Праздник, посвященный нашим четвероногим друзьям. Его придумали, чтобы напомнить, что собаки не только становятся верными спутниками человека, но и помогают людям. Работают спасателями, поводырями и даже психологами. В этот день многие стараются уделить больше внимания своим питомцам или помочь тем животным, которые еще ждут своего дома. Если у вас нет собаки, но вы знаете, что где-то на улице есть бездомный пес, дайте ему еды и воды и пожелайте ему отличного дня. Что для вас маленький искренний жест добра, для собаки это, возможно, спасенный от голода день. 27 августа отмечают День просто так. Праздник поступков без причины и ожиданий.
Его идея заключается в том, чтобы делать добрые дела или приятные вещи без особого повода. Позвонить близкому человеку, подарить что-то маленькое, помочь незнакомцу или сделать случайный комплимент. Сейчас нам всем очень нужно увидеть свет в конце тоннеля. Поэтому помните, что даже небольшой добрый поступок способен зажечь потухшее сердце. День внимательности к другим или День добрых мыслей – неофициальный праздник, который отмечает 28 августа. Он посвящен людям, которые проявляют заботу, внимание и доброту в повседневной жизни. Он чем-то похож на предыдущий, поэтому у вас как минимум есть 2 дня, чтобы сделать мир светлее. А если у вас нет возможности подарить любовь и заботу близкому, подарите их себе. Например, откажитесь от вредной пищи или сигарет. Отложите телефон и сводите себя погулять. Обнимите себя крепко за плечи и поблагодарите себя за то, что вы – это просто вы. Делать что-то хорошее гораздо проще, чем кажется. Давайте начнем вместе. Вот и все добрые истории этой недели. Дурные вести не должны быть единственной летописью мира. Именно поэтому существует Вестник Хорошего. Чтобы напоминать, у мира есть и другие страницы. Если нам по пути, поддержите выпуск знаком одобрения, откликом или своим постоянным вниманием. Улыбайтесь чаще, будьте здоровы и слушайте хорошие новости. Только хорошие. До встречи. Нацистские корабли восстановились из Дуная. Ага.